Друзья, всех приветствую! Сегодня расскажу вам о своей коллекции банкнот. Я начал заниматься коллекционированием порядка 10 лет назад, возможно, даже чуть-чуть побольше. Но банкноты, в принципе, никогда не были основной темой моей коллекции. В основном я занимаюсь монетами. А банкноты уже по второстепенному признаку либо из оборота помещаются в альбом, либо от каких-то знакомых, либо за символическую плату или в обмен приобретаются. Первую страницу у меня в альбоме занимают юбилейные банкноты Российской Федерации. Это Сочи, 2 банкноты с номерами подряд. Было 3, третью подарил кому-то. И банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу. Это как раз таки одни из немногих банкнот, которые именно приобретались целенаправленно. Идем далее. Здесь обычные из оборота банкноты Советского Союза, всем знакомые 3, 5, 10, 25 рублей. И на следующем обороте рубль 61 года. С рублями мне почему-то очень не везет. Рубли, все, которые попадают в руки, в очень плохом состоянии. Здесь же чуть выше 5 рублей, и 1 рубль уже 91 года. Можете видеть по дизайну, рубль 91 от 61 года практически ничем не отличается. И здесь же у меня 1 рубль 1938 года, уже достаточно интересная банкнота. Следующий лист занимают банкноты образца 1947 года. Это весьма нечастые 25 рублей, но, к сожалению, в плохом состоянии. И 1 рубль, который имеет вертикальный дизайн. К сожалению, состояние банкнот, конечно, данных оставляет желать лучшего. Интересно, что на 25 рублях кто-то пытался изменить год ручкой. Идем далее. Здесь 50 и 100 рублей также образца 1991 года. И 5 рублей старого образца, который нашел на даче. Они тоже такие потертые, но ничего страшного. На этом листе уже банкноты без обращения. Это 10 рублей 2004 года из пачки, тут 3 штуки в прессе. И еще 10 рублей, только уже с другой серией, номером. И 5 рублей нового образца, также в прессе. К сожалению, на сдачу при мне другим людям сдают, а мне вот почему-то не везет с 5-рублевыми пока в магазинах. Далее у меня начинается немного иностранных банкнот. Это 1 доллар США, 1 доллар Зимбабве. Зимбабве, конечно, привлекает банкноты, вот 1 триллион, по-моему, долларов. Аргентинские 50 песо. Тысяча билетов МММ Сергеем Мавроди и 500 вьетнамских донгов. На следующей странице у меня находится банкнота Украины. Это 20 карбованцев времен немецкой оккупации Украины 42-44 годов. И относительно современные, но сейчас уже они, понятно, не в обороте, гривны и 2 гривны. На следующей странице банкноты Банка Узбекистана. Это 5000, 1000 и 1 сум. Банкноты Беларуси, которые были после всем известных зайчиков. И банкноты из Таиланда, кем-то из знакомых привезенные. Начинается Российская империя. Это 1 рубль образца 98 года. Здесь у меня они разложены по кассирам. Например, Алексеев – это Временное правительство, а 2 другие – это Стариков и Титов, это уже времен РСФСР. На следующей странице трешки также разложены по кассирам. Это все РСФСР. И единственная трешка уже конкретно периода Российской империи. Достаточно нечастая. Здесь же 25 рублей с изображением Александра II. 25 рублей также периода РСФСР уже.
Следующие листы я вытащил из альбома, поскольку дизайн банкнот здесь вертикальный, их так удобнее показывать. Это у нас идут 10 рублей образца 1909 года. Например, вот Шипов, Сафронов, у меня их тут 8 штук, я их положил в одно окошечко. Это все банкноты также периода РСФСР. И 5 рублей образца 1909 года. Идем далее. Это уже государственные кредитные билеты образца 1918 года. Два варианта десяток, 3 рубля. $250, 4 образцов. И 1000, и 50 рублей. И далее у меня идет несколько банкнот с изображением Государственной Думы. Эти банкноты в массовой культуре известны благодаря изображению свастики. Во времена революции государство срочно нуждалось в новых банкнотах, в новых деньгах, поэтому разрабатывать новый дизайн денег было некогда, и за образец были приняты монгольские банкноты, которые были заказаны у России. Также у меня тут еще 1000 есть, но состояние похуже. И совсем плохенькая 5000. Следом идут весьма любопытные по дизайну расчетные знаки в 500 рублей. Один рубль, как я понимаю, что-то внутри хозяйственное, совхозе. И билет государственного казначейства, как я понимаю, что-то наподобие современных акций. На следующем листе у меня представлены различные денежные знаки малого размера. Здесь как раз-таки купон билета государственного казначейства, который шел в комплекте с предыдущими вот этими акциями. Подразумевал, что этот билет нужно отрезать от основной акции и получать денежные выплаты. Государственный расчетный знак 1000 рублей 2021 года. Два вида керенок. Собственно, это все варианты данных платежных средств. Также это марки деньги, 10 копеек с изображением Николая II. И расчетный знак 50 копеек. А также советские 3 рубля с зеркальным номером. Далее в альбоме идет так называемая Катенька. Это огромная красивейшая банкнота. Опять же, у меня она из оборота, поэтому состояние не лучше. Ну, конечно, дизайн мне очень нравится. И, например, чтобы вы понимали, насколько это была огромная банкнота, зарплата среднего работника была порядка 20-30 рублей, а это 100 рублей. То есть это фактически 4 месячные зарплаты. Но в моем случае вы можете видеть, что управляющий Шипов, а это значит, что банкнота уже выпущена в период РСФСР, а не Российской империи. Друзья, на этом моя коллекция банкнот подошла к концу.
в будущем я планирую увеличивать ее, наверное, в сторону иностранных банкнот каких-то интересных, возможно, полимерных, возможно, долларов побольше куплю. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.